Хэллоуин. Надеюсь, хоть в этом году получится отметить. Ах да, совсем забыл, какой сейчас год. Мы, походу, уже вовсю отмечаем. Но, надеюсь, вы выключили свет, зажгли свечи и приготовились к тому, что я буду пугать вас совсем не скримерами. Это специальный хэллоуинский выпуск рубрики. Я старался найти факты, которые заставят вашу кровь стынуть в жилах. Ну, или не заставят. Давайте так, если вам не было страшно, то вы просто не выкупили атмосферу, окей? Согласитесь, нечасто мы видим, как человек уходит из жизни. Логично, что еще реже мы видим, как человек из мертвых восстает. Да, вы не ослышались. Абстрактная ситуация. В больницу поступает человек с сильной головной болью. Это было кровоизлияние в мозг, и он впадает в кому. ЭЭГ перестает фиксировать активность мозга. Это официально смерть. Но он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и все, что остается родным, просто попрощаться. Человека отключают, и в эту же секунду он начинает двигаться, как будто ему это не нравится. Еще раз, человек с мертвым мозгом начинает двигаться. Врачи не знают, что делать. Родные, которые это наблюдают, просто в шоке и просят подключить обратно к аппарату, ведь пациент точно реагирует. Звучит как начало какого-нибудь романа про возвращение с того света, только вот нет. Вся эта история реально произошла с одной женщиной, но и не только с ней. Врачи столкнулись с интересным феноменом. Люди, у которых мозг мертв, при отключении от вентиляции легких начинают двигаться. И не просто двигаться, а делают вот такое сложное движение. Это назвали знак Лазаря, в честь библейского Лазаря, который по сути восстал из мертвых. Я лично делаю такое движение, когда что-то болит. Так что происходит? Человек реагирует на отключение? Ему больно? Или тут замешано нечто большее? На самом деле люди пугались зря, ведь это спинномозговой рефлекс. Он работает даже с мертвым головным мозгом и происходит на самом деле очень нечасто, но на видео был запечатлен тем не менее. В описании можете все увидеть. Выглядит супер жутко, особенно если учесть, что человек уже мертв. А вот в норвежском городе Лонгир умереть нельзя, например. Что? Вы только посмотрите. В городе действует закон, который запрещает умирать на его территории. Крутой факт, да? Википедия, BBC, Guardian это пишут просто везде. Более того, гиды в этой стране вам могут тоже это рассказывать. И это вполне интересно. Жаль только, что фейк. Конечно, такого закона нет. Как бы это работало? Ой, вы умерли, как же так? Прополземте, пожалуйста, в отделение. Но что правда в этой истории, если вы хотите умереть, то в этом городе вам не рады. Небольшой северный городок, один из самых северных вообще. Всего несколько тысяч человек. Нет даже дома престарелых. И если вы старый или серьезно заболеваете, то вас вежливо просят свалить в более подходящее место и более оборудованную больницу. Дело в том, что Земля находится в вечной мерзлоте. И когда в 50-х выяснили, что люди, умершие во время эпидемии гриппа в 2018 году, все еще не до конца разложились, то поняли, что это такой себе вариант хоронить людей в этих местах. Миф разоблачен, а интересный факт появился в копилке. Как хорошо, что я живу в России, я могу хоть на вокзале взять и умереть, законом не запрещено. Но в Японии с этим посложнее. Есть такая книга известного писателя Рю Мураками «Дети из камеры хранения». Там все начинается с того, что японских детишек бросают в камерах хранения на вокзале и уходят. Это всего лишь роман, да? Начиная с 70-х годов, когда в Японии начали устанавливать камеры хранения, это мгновенно стало местом, куда можно положить что-то, что не должны видеть. Оружие, наркотики, контрабанду и детей. Что? Происходило так много случаев избавления от детей таким образом, что в 1975 году ввели термин «дети из камер хранения». Убитые, мертворожденные и просто нежеланные. Они лежали там, пока те, кто их туда положил, оплачивали эти камеры хранения и дальше. С 80 по 90 год был обнаружен 191 ребенок. Жесть на самом деле. Благо сейчас за этим начали серьезно следить. Ужасы вокруг нас. Мы этого можем даже не заметить.
Случай в Миссури тому подтверждение. Женщина снимала уютный домик, ничего не предвещало беды, пока она в один прекрасный день не включила телевизор и не увидела документалку, где показали дом, в котором она сейчас живет. И тут совсем жесть. Оказалось, что она живет в доме, в котором орудовал серийный убийца Мори Трэвис. Он пытал девушек и снимал это на камеру прямо в подвале этого гребаного дома. Понятное дело, она сразу побежала расторгать договор аренды, только ей поначалу было отказано. Знаете кем? Мамой этого маньяка. Не повод выезжать, знаете ли. Но, между прочим, это идеальное место для празднования Хэллоуина. Не обязательно даже дом украшать, можно просто историю рассказать. Хотя нет. Декор — это всегда особый ритуал для меня, как и для других любителей праздника. Они очень трепетно к этому относятся. 12 октября 2009 года 75-летний Мустафа на своем балконе выстрелил себе в голову и перевалился через спинку кресла. Но нашли его только спустя 3 дня. А почему? Соседи не вызвали копов, потому что подумали, что это страшное украшение к Хэллоуину. Ролевые игры. У нас, конечно, не такой подход к украшениям, но мне кажется, тоже вполне неплохо. Даже какой-никакой костюм есть. Надеюсь, у вас тоже. Ну, чтобы красивую фоточку в Инстаграм сделать. Благо, у каждого сейчас в телефоне хорошая камера. А вот в 19 веке не было такой возможности. Фотографии в то время это праздник. А на этом празднике приходилось стоять как дурак неподвижно из-за долгой выдержки. Решил однажды фотограф Чарльз Беннет сделать так, чтобы снимок делался не так долго, а практически мгновенно. Ну, сделал и молодец. Но в интернете ему зачем-то приписывают то, что он, когда экспериментировал, взорвал голову мулу и сфоткал это. А теперь представьте себе, в интернете есть фотография, где стоит мул, и у него голова разлетается в разные стороны. Какая глупость несусветная, я заверстучую! Фейк ньюс. Вообще-то, эту фотографию не он сделал. На самом деле такая фотография действительно существует. Только была сделана военными спустя несколько лет после изобретения. А почему приписали тому фотографу, я не очень понимаю. Они привязали взрывчатку к голове мула и в момент взрыва сфотографировали это. Показывать не буду, чтобы меня YouTube опять не нагнул, но по ссылке в описании увидите вообще все. Там буквально стоит мул, и у него взрывается голова, прям как на иллюстрации. Зачем? Ну, они сказали, что мул был не нужен, и экспериментировать хотелось. Чисто мое оправдание на все случаи жизни. Хорошо, хоть вот так не произошло. Черт! Но хоть это и дичь полная, я не об этом вообще хотел рассказать. Быстрая фотография дала фотографам безграничный доступ к экспериментам. Мы можем сделать что угодно! Но сделали это. Да. Появилась мода фотографировать себя без головы, в совершенно разных вариациях. Это чуть ли не первые фотомонтажи, кстати, потому что негатив накладывался друг на друга, ну поэтому это удовольствие было не из дешевых. Но это все шутки-прибаутки, а теперь посмотрите на это. Что общего у этих фотографий? Все дети на них были мертвы еще во время того, как делался снимок. Посмертная фотография. Модная приколюха прямиком из 19 века. Достаточно криповая, скажу я вам. Люди ведь на полном серьезе наряжались, брали на руки ребенка или становились рядом со своим родственником, сажали его в естественную позу и делали снимок. На самом деле, если вы захотите в интернете найти примеры посмертной фотографии, то увидите вот это. Только на всех этих фотографиях люди были живы. Дело в том, что посмертная фотография, к сожалению, обросла слухами и фейками. И найти реальные посмертные портреты – реальная проблема. Я для этого оформил подписку на специальный сайт, и даже так я не могу быть уверен, что все эти фотографии реально посмертные. Дезинформация началась достаточно давно и успешно была подхвачена даже известными изданиями. Они выдавали обычные фотографии за нечто очень страшное. А самая популярная байка – использование специальной подставки для того, чтобы фотографировать труп в реальной позе. На самом деле она бы не выдержала даже ребенка и нужна только для того, чтобы люди во время фотографии не двигались. Ведь, опять же, выдержка на камерах была долгая.
Так что не доверяйте всему, что видите. Если человек на фото выглядит достаточно живым, то, скорее всего, он и правда был жив. Но, тем не менее, такие фотографии действительно существуют. На самом деле, объяснение очень простое, и, возможно, мода тут даже ни при чем. Фотография в то время хоть и стала доступной, но все же это была диковинка, и никто селфачи 30 раз в день не делал. Посмертная фотография существует, потому что люди думали, что лучше у них будет хотя бы одна фотография хоть и с умершим, чем ни одной. Сейчас посмертная фотография полностью исчезла, но живопись будет актуальна всегда. Посмотрите на эти картины. Какова будет ваша реакция, если я скажу, что есть вероятность, что какие-то из них, а возможно все, были написаны людьми? Ну, а кем еще, спросите вы? Разумеется, людьми. Нет, вы не поняли. Написаны красками, которые состоят из настоящих людей. Что? Возможно, вы не задумывались об этом, но до наших дней могло сохраниться намного больше египетских мумий. Только сотни лет назад их использовали совсем не по назначению, если у них вообще было какое-то другое назначение, кроме как существовать. Например, растирали мумий, смешивали с другими ингредиентами и делали масляные краски, чтобы получить уникальный цвет – мамми браун. Коричневая мумия. Начала краска использоваться в 16-17 веках и прекратила свое существование аж в 20-м. Причин несколько. Говорят, что художники некоторые вообще не знали, как делают эту краску, и потом отказывались от нее. Но дефицит мумий, скорее всего, повлиял сильнее. И тем не менее, этот цвет и его оттенки до сих пор так называются и спокойно продаются, только в состав входят уже не измельченные мумии. По крайней мере, я на это надеюсь. Мне интересно, а кто-нибудь этой краской рисовал мумий? Неплохая ирония была бы. Я добавил мумий тебе в мумий, чтобы ты мог смотреть на мумии, пока смотришь на мумий. Но это и не самое ужасное. Как я уже говорил, мумии использовали не по назначению и даже продавали просто так на улицах. Как вообще мумии оказались в Европе? Ну, потому что их привозили. Но не из-за краски, а чтобы их есть. Что? Бум! Мозги уже плавятся, но кто бы мог подумать, что мумия называется мумией из-за обычной ошибки. Это битум. Материал, который всем нам знаком, потому что входит в состав асфальтобетона, например. Внезапно битуму рекомендует хавать Плиний Старший. От всяких болячек, мол, помогает. Но мы с вами помним, что Плиний какое только говно не рекомендовал. Но первый век есть первый век. Устаканилось мнение, что это помогает, поэтому нередко использовалось в традиционной медицине. Проследим этимологию. Было персидское слово «мум», которое обозначало «воск». Мумии следом назвали целебный битум. А теперь смотрим на египетских мумий. Видим, что они темные. Это видели люди в то время и думали, что их бальзамировали как раз битумом. Поэтому слово «мумия» относилось и к верхнему слою египетских сушеных людей. Только вот до английского языка слово «мумия» добралось уже как описание полностью забальзамированного тела. И да, из-за этой неловкой ошибки люди не соскабливали верхнюю часть мумий, а перемалывали их полностью и хавали, втирали в тело и так далее. Более того, не факт, что на всех этих мумиях был именно битум, ведь его не всегда использовали. Произошла бесполезная трата мумий, я считаю, в отличие от Джорджа Паррота, преступника времен Дикого Запада, который после своей смерти очень элегантно выглядел на ногах другого человека. Что? Его звали Большой Нос Джордж, и понятно почему. Он был грабителем и убийцей, и, как это случалось с большинством преступников на Диком Западе, был пойман, а затем казнен. Так как родственников не было, на тело никто не претендовал, кроме одного человека – доктор Осборн. Он взял тело для того, чтобы исследовать мозг преступника и понять, чем он отличается от обычного. Он отделил верхнюю часть черепушки и отдал ее своей помощнице, которая использовала ее как пепельницу и подставку потом, неважно. Затем он снял с него кожу, отдал ее кожевникам, и те сделали ему сумку и ботинки. Сумку так и не нашли, а вот ботинки вы можете посмотреть прямо сейчас. Они хранятся в музее. Белая часть – это бывший преступник. Но зато никто не сможет сказать, что этот человек прожил бесполезную жизнь, да? Также нельзя сказать о людях, которые завещали свое тело науке ради экспериментов. Знаете, что такое фермы трупов? Это, по сути, исследовательские проекты. Лежат, значит, люди, прям максимально мертвые, и разлагаются. А исследователи стоят рядом и буквально фиксируют, как проходит разложение при разных условиях.
Ну ладно, их хотя бы используют в исследовательских целях. А как вам тот факт, что ответственный за тематические парки в Диснейленде Джейсон Суррелл писал в своей книге, что когда они строили аттракцион «Пираты Карибского моря», то им так не понравились фейковые скелеты, что они просто использовали настоящих. Сфоткай меня. Ага. Сука. Ну а со временем вроде как всех их заменили. Не удивлюсь, если это правда, кстати. Ведь настоящие скелеты и дешевле, и выглядят лучше. И такая практика даже распространена. В фильме «Полтергейст» тоже использовали настоящих скелетов в сценах. Актеры на площадке, надеюсь, держали себя в руках от этого факта. Держали себя в руках. После следующей истории вы начнете эту фразу по-другому воспринимать. Знали ли вы, что существуют люди, которые боятся остаться с собой один на один? Потому что одна из двух рук может их убить. Что? Жутко от того факта, что существует синдром чужой руки. Это неврологическое заболевание, при котором ты не можешь контролировать действия одной из них. Она фактически живет другой жизнью, и это не преувеличение. Она может начать расстегивать пуговицы на вашей рубашке. Вы хотите сделать одно дело, а эта рука будет вам мешать. На самом деле, рука вряд ли несет угрозу для жизни, хоть люди с этим недугом так и не думают. Но тем не менее, она может всячески противодействовать второй руке, отнимать нож, бить другую руку, толкаться и так далее. Все равно это очень жутко. Заболевание очень и очень редкое и возникает зачастую после повреждения мозга, операции на нем или инсульта. Как я понял, происходит это из-за несогласованной работы участков мозга, и лечения пока нет. Вот и как доверять окружающим, когда даже твоя собственная рука против тебя? Блин, еще столько пугающих болезней есть. Ставим много лайков, и я обязательно об этом расскажу. Но сейчас нам нужна совсем другая атмосфера. Я очень рад, что мы живем в настоящем, ведь я бы очень не хотел, чтобы дети слушали сказки, которые писали раньше. Вот кто, по вашему мнению, написал «Спящую красавицу»? Перо? Братья Гримм? Они лишь адаптировали, и именно адаптированные версии дошли до нас. Изначально сказка называлась «Солнце, луна, Италия». И по сути все начиналось так же. Укол, девушка уснула, лежит в особняке, проезжает король, заходит, видит это прекрасное создание и насилует ее. Оставляет на кровати и уезжает, забыв потом про это. Как вам такое дерьмо, братья Гримм? Более того, она, будучи спящей, рожает двойню. Просыпается, а жена короля хочет из-за этого всего скормить этих детей этому королю, а девушку заживо сжечь. Но не фартануло. Что? Джейс, да? Но ладно, братья Гримм тоже хороши. Золушка. Хоть и адаптация, но таких подробностей вы вряд ли знали. По их версии, принц принес туфельку, а сестры Золушки, как вы помните, очень хотели в нее влезть. Но вы не знали, что для этого одна отрезала себе часть пятки, а другая большой палец. Им это посоветовала сделать их мать. А в конце этим сестрам выклевали глаза прямо на свадьбе голуби. Что происходит? Это что, хоррор? Так произошло на самом деле со многими сказками. Им сглаживали углы. Ну, это логично, этот пердец никак нельзя детям ночью рассказывать. Но вот сейчас приготовьтесь. Я надеюсь, вы смотрели один из лучших мультфильмов моего детства «Лис и охотничий пес». Потрясающая история дружбы. Как же я себя ненавижу за то, что недавно узнал. Можете теперь меня тоже ненавидеть, но мультик не имеет ничего общего с оригинальным романом, кроме имен. Вы готовы? Чифа насмерть сбивает поезд в самом начале. Купер гонится за Тодом так долго, что тот просто умирает, а Купер падает на него сверху без сил. Охотник выхаживает собачку, но в конце спивается, его хотят забрать в дом престарелых. Он соглашается, но так как он не может взять с собой Купера, берет со стены ружье и стреляет в Купера, пока тот вылизывает хозяину руку. Вот и сказочки конец, а кто слушал, сошел с ума нахер. Да уж. Пишите, что обо всем этом думаете в комментариях. А я, как всегда, рад был рассказать вам всякие интересности. И, надеюсь, придал атмосферу вашему дню. И помните,
Вы на самом деле не боитесь остаться один в темноте. Вы просто боитесь остаться не один в темноте. Разве уже 7 лет прошло? Я ведь только завел семью и получил работу. Сколько времени у меня еще есть? Все случится 19 ноября. Даже не верится. Нам нужно попрощаться. Это произойдет 19 ноября, совсем скоро. Но ты должна понимать, что я просто не могу отказаться от этого предложения. Сонь, да не расстраивайся ты так. Нам всем нужно идти вперед. Ты только послушай. Мгновенная загрузка игр из-за SSD-диска. Поддержка вывода в 8К. Новый крутейший геймпад. Новая камера. Наушники с 3D-звуком. Это реально праздник. Мне очень нравится, что будет доступно сразу две версии. С дисководом и без. Вот, посмотри. PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray и PlayStation 5 Digital версия. Вот и я говорю. Красивые! Наверное, возьму без дисковода. У нас же с тобой столько скачано уже. Да, все это будет работать и на новом поколении, разумеется. VR тоже могу использовать, кстати. Ты и без меня прекрасно знаешь, что ты лидер рынка, поэтому мне просто необходимо обновиться. Будем скоро сидеть тут с тобой новый, держать в руках новый контроллер DualSense и играть в God of War и Резик. Их, конечно, придется подождать, но на старте будет куча других крутых тайтлов. Не обращайте внимания, что я разговариваю с консолью. Я уже просто сошел с ума от предвкушения. 19 ноября PlayStation 5. А вот цена. Ну, давай, может, напоследок? Что?